Красота. Проснулся в 5:03, за 2 минуты до будильника. Можно сказать, с первыми лучами солнца. А здесь гляньте, какой туман. Кто-то уже встал. Костер развели. А на палатке иней. Прям такой хороший, я вам скажу, иней. Мотоцикл тоже весь инеем покрылся. Вот моя схема с бутылкой сработала на 100%. Жаль, что я вчера до такого не додумался. Половину ночи бутылка была горячей и грела, но вторую половину ночи просто уже ноги поддерживали температуру в спальнике. Бутылка и сейчас не холодная, она теплая. И я думаю, из этой воды сейчас замутить себе кофе. Начал уже помаленьку складываться, запаковал спальники, а кофе все не кипит и не кипит. В чем же дело? Потрогал баллон, а он ледяной. В какой-то момент газ просто перестает испаряться, уменьшается напор, ну и, следовательно, пламя совсем маленькое. Отогреваю рукой, даже слышно, шипеть начинает сильнее. Это сколько же сейчас градусов? Может, вообще минус. Да, вот вам и неожиданный недостаток газовых горелок. В какой-то мере можно сказать, что я буду заваривать кофе за счет тепла своих рук. Тем временем уже матрас надувной свернул, и с ним было сложнее всего. Он от холода задеревенел, как бы не потрескался. Но, думаю, достаточно. Солнышко взошло повыше, и наступила весна. Глядите, бежит капель с Урала. Тает иней. Лагерь еще спит. Соловьи поют. Кругом туман. Но мне надо выезжать. Палатка сложена, место убрано. Я упаковался в штаны от дождевика. Куртку оставил на крайний случай. Сиденье очистил от инея. Ну и попытаюсь запускаться. А что это у меня такой ключ гнутый? Но при этом работает. Помпа загудела. Есть контакт. Отогрел немного двигатель. Honda, конечно, дымит прям как иш двухтактный. Но это все конденсат. Испаряется из глушителей.
Ну а сейчас задачка со звездочкой. Необходимо как-то выехать из этих песков. Наверное, даже садиться не буду. Буду помаленьку выпихивать. И у меня есть команда подмоги из числа уже проснувшихся. Пробуем. Заодно и согреюсь. Так, в натяжечку. Это еще не самый песок. Здесь еще какие-то чахлые кустики, травки. А вот это самый песок. Вкопался. Может, вот здесь уже по колее пойдет. Получилось. Спасибо хлопцам. Дякую bardzo. Красота какая. Ну, с Богом. Заяц пошуровал прям по дороге. Видите? Погоняем зайцев. Куда? А ну стоять! Конечно, здорово, что есть такие энтузиасты, организующие встречи единомышленников, ребят, которые ездят на мотоциклах с колясками. Выбрался на асфальт, и здесь надо установить телефон и проложить маршрут в навигаторе. Иначе буду плутать. А маршрут я построил до стадиона «Старт» в Лодзи. Ой, привет. Привет. Будем знакомы. Cześć. Ну все, Ходь додому. Ходь. Дело в том, что на этих выходных, так уж совпало, и тут, и там интересные мероприятия. Там проходит мотобарахолка. Сегодня второй день, воскресенье, работает до 2 часов. Навигатор мне рисует 3 часа дороги. И пишет, что в 9:14 я буду там. Ну, накинем еще часа 1,5. Постараюсь приехать к 11. Красивая лесная дорога, но холод просто обжигающий. На термометре около 3 градусов выше нуля. Я закрыл шлем, но в нем запотевает стекло. Открываешь, обжигает лицо холодом.
и руки мерзнут. Видимо, придется ехать с остановками. Думаю, прежде чем выезжать на автостраду, точно стоит остановиться, чтобы немного отогреться. Там с остановками будут проблемы. Вот здесь на солнышке. Кстати, температура постепенно растет. Уже 9, ну или 8, около того. Немного руки оттаяли. Буду двигаться. А на ближайшей заправке заправлюсь и посмотрю перчатки рабочие какие-нибудь. Это будет лучше, чем ничего. Трасса С8. Белосток-Варшава. Не знаю, то ли так стремительно теплеет, действительно на термометре уже плюс 12, то ли по автостраде едется бодрее, но здесь не так холодно, поэтому я решил двигаться до заправки по необходимости, а не до первой попавшейся. Лампа топлива еще не горит, можем ехать. А вот теперь объективно пора заправиться. Засветился резерв, а тут как раз и большая заправка впереди. Воскресенье, утро, трасса практически пустая. Надеюсь, и Варшава тоже будет без пробок. Заправил полный бак. Зашел на заправку, гляжу, а тут Лукашенко печатают в газетах. Вот бы он удивился. Масло. Надо проверить уровень. Так, что у нас здесь? Полный уровень. Отлично. Значит, доливка пока не нужна. Глянул на заправке перчатки, но они оказались прорезиненные. Немного не то. Поеду уже так. Главное, что сейчас отогрелся. Бензина полный бак. До Варшавы около 150 километров. Проезжаем с вами реку Буг. Потеплело. Недавно висело над дорогой информационное табло. Показывало 14 градусов температуру воздуха и дороги. Это уже терпимо, уже можно ехать.
уже и Варшава осталась позади. Как-то незаметно проскочил город. Весь он остался за ограждениями скоростной автострады. А я выехал на шоссе А2. Иду по указателям на Лодзь. Меньше сотни осталось до места. Надо, наверное, где-нибудь остановиться и позавтракать. Через 10 километров как раз заправка будет. Ну и заправлюсь заодно, раз уж останавливаюсь. Сначала заправился, а потом уже посмотрел на цену. 7,29. При том, что нормально это 6,80. Да. Ладно. Полный бак есть. Сейчас найду, где встать, позавтракать. Я держал хороший темп, так что сейчас могу себе позволить полчасика постоять, приготовить что-нибудь. Есть у меня на завтрак куриный суп от Урмаса из Эстонии. Он мне когда-то прислал. Ну и кофейку попью. Прикольная такая стоянка. Телефоны даже есть. Не знаю, кто пользуется сейчас телефонами-автоматами. Наверное, уже никто. Но будки сохранились. Беседочки на солнышке. О! Наш завтрак. Кана-суп. Кипячу сразу воду и на суп, и на кофе. Что здесь у нас по инструкции? Залить горячей или холодной водой 200-300 мл. Размешать. Если горячий, то 8-10 минут до готовности. Если холодный, то 10-15. И как потом? Если холодной водой залил, то есть холодный суп? Несколько странно. Ну окей. Ну, давайте глянем, что у нас получилось. 10 минут прошло. Супчик настоялся. Там даже мясо плавает. Картошечка, морковочка. Приятного нам аппетита. Ложка, вилка. Вполне съедобно. Соли только, на мой вкус, маловато. Стоило мне начать кушать, у меня появились гости.
С удовольствием все съел, суп действительно оказался вкусным, согрелся, наконец избавился от штанов дождевика. Ну и поехали. 85 километров по навигатору. Немного осталось. Думаю, за час доеду. И вот стоило мне полчаса постоять, как на трассе стало тесно. Воскресенье, выходной день, и я так понимаю, все из Варшавы куда-то едут на прогулки, на отдых. И правая полоса занята, и левая. Отличие только в том, что в правой полосе все едут 100, а в левой 120. Да, ну и еще есть дальнобои, которые едут так 85-90. И для того, чтобы их обойти, надо перестроиться в быструю полосу. А для этого надо найти в ней окно, встроиться между машин. И возвращаемся обратно. 110 хондочка бежит налегке. А вот уже и город Лодзь. Да, до 11 не укладываюсь. Навигатор показывает время прибытия 11:28. Как раз полчаса сожрала моя остановка на обед. Но не беда. Все успеваем. Мотобарахолка работает сегодня до 2, так что 2 часа на погулять у меня будет. Чем ближе к мотобарахолке, тем меньше парковочных мест. О, девушка мне машет, давай сюда. Dzień dobry. To zostaje tylko trawa za kasami. No. И кого я здесь встретил? Димка, здорово! Здорово! Неожиданная встреча. Нет, на самом деле мы договорились уже давно, что здесь пересечемся. Мои поздравления! Какой красавец! Да, Дима заменил интрудер на VTX. Огонь. Ладно, быстренько все закидываем и погнали. И вот мы с вами на территории стадиона. Стадион «Старт», если не ошибаюсь. Были уже видосы с обзорами всей мотобарахолки, когда мы неспешно тут ходили, разглядывали, что продают, почем продают. Но сегодня у меня есть четкая цель. Я знаю, что я хочу найти, и постараюсь это сделать. Мне нужен амортизатор для коляски. И хочу поискать фонари. Стоп, габарит тоже на колясочное крыло. Потому что те, которые у меня стоят, светодиодные, китайские, ну не очень они в тему, не очень они в стиль. Да, конечно, интересного, красивого много, а времени, к сожалению, мало. Поэтому ищем строго то, что нам надо. А вот, увидел, еще вспомнил. Хотелось бы поискать подушку для спинки хондовской. Моя вся потрескалась. Что-то вроде такого. А или то? 120.
120 злотых. Ну, в принципе, как вариант. Всякая всячина. Харлеевские детальки. Думаю, харлеевский амортизатор для коляски Ижа будет слишком богато. Ураловские и днепровские всякие штуки. Колодки новые на Урал. Ну, какие-то очень толстые. Прям очень. А это днепровские. Поршни, кольца, спицы, глушители. Новодел есть такой под покраску. Все уже так не спеша складываются, пакуют вещи. Так что выбор ограничен. Нашел россыпью амортизатор, и вот что-то похожее на то, что мне надо. Но обратите внимание на шток. Он весь в задирах, весь ржавый. Не, такой хоккей нам не нужен. Или вот еще. Вот это бы подошло, но здесь хода нет. Там 2 сантиметра от силы ход рабочий. Ну, с почином нас. Первое приобретение. Стекло на VTX. За 100 злотых. 25 долларов. За стекло с крепежом. Ну, пускай не полный крепеж, но это уже здорово. О, там могут быть амортизаторы. Хотя тут в основном все по мопедам. Рометы. Идем дальше. Во, амортизатор коляски. Вот это амортизатор. С подкачкой, да. Шова, BMW. Великоват. Димка прям молодец. Уже себе покрышку на VTX нашел. Какой забавный боббер на базе старого спартовского рядника. Четверочка. Чего это? Все лейбы затерты. Ничего не написано. Зато есть кик. Мы нашли продавца. Это Honda 750 76-го года. И вы гляньте на карбы, как они работают. О, где милое дело синхронизацию отстраивать. Красиво. Чуть-чуть проблема с фильтрацией, да? Фильтры нулевого сопротивления, нулевой фильтрации. Так, попробуй. Шалай, шалай. Ладные. Super, nie? BSA jest 52-54. Видали как? Все хотят все продать. Останавливают на ходу, за руки дергают. Иди, смотри, смотри, какая классная штука. Сейчас тебе покажу. Велик. Ух ты! Я такого еще не видел. Разобрал, закинул в багажник и погнал. Но это, конечно, уже для музея. Здесь штампованная рама. Даже не трубы, штамповка. Так. Дивно. Jaki to rok tego roweru? 68, 69, trudno powiedzieć. Спарта. Holenderski.
Неожиданно встретилась нам такая палаточка с военной атрибутикой российской армии. С нашивочками. Хотите бескозырку, хотите летчика, фуражку. И вот почему в коляске оставил кепку? Ведь везу с собой, вчера в ней ходил. А сейчас нет, думаю, холодно, мы тут ходим, жара невозможная. Все-таки в этой стороне Польши гораздо теплее. Видел несколько классных, интересных стопаков именно формата прицепа или бокового прицепа, где один красный, один желтый. Но страшно ж спрашивать. 350 злотых за фонарик. Это почти $100. Хела? Фирма. Дело сдвинулось. Мы обошли весь рынок, вернулись туда, где видели подходящие практически амортизаторы. Мне вообще надо один, но взяли два. Просили за них 80, это $20, отдали за 60. Я уже доволен, уже хорошо. Продолжается наше безудержное веселье. Я нашел харлеевскую спинку целиком в сборе. За 150 злотых надо бы ее сходить примерить. Договорились, что если подойдет, то я ее заберу. Поскольку и цена приятная, и ну прям фирма, прям от Харлея. Ну, давайте смотреть. Вот эту спинку, если открутить, а вот эту прикрутить. Та-дам! Ну, будем считать, что подходит. Буквально 8 миллиметров разницы. Она прям станет как родная. Отверстие только пересверлить. Или можно саму спинку установить на эту рамку. Тоже как вариант. Но высокая лучше. Закончились наши закупы ровно в 2 часа дня. Вперед, я за тобой. Добро. Мы распределили добычу по мотоциклам. Димка покрышку увязал на VTX. Стекло его положили пока в коляску. Ну, амортизаторы мои, ясно, и так куда угодно поместятся. Можем выдвигаться в сторону дома. К вечеру уже тяжело едется, клонит в сон. По базару набегались. Надо стать передохнуть. А еще у меня есть одно важное дело, которое я хотел бы провернуть, пока солнышко высоко. Мне понадобится тепло и солнце. Ого, сколько людей. Дело в том, что палатку я складывал мокрой. И чем дольше она в мокром состоянии будет лежать свернутая, тем выше шанс, что там образуется плесень. А я бы этого очень не хотел. Ну и, как видите, не зря я решил этим заняться. Вся палатка мокрая, причем очень мокрая. Думаю, полчасика здесь посидим, должна подсохнуть.
Провели время с пользой. Посидели, отдохнули, заодно палатку высушили. Я теперь за нее хоть спокоен. Димкин выхлоп — это, конечно, песня. VTX прям урчит. Был тут смешной момент. Ветерок довольно свежий. И в какой-то момент он подхватил палатку и начал закручивать в воздухе. Купол я успел догнать. Ну а сама палатка метров на 10-15 отползла. Есть такая примета. Если едешь по автостраде и начал подпрыгивать на неровностях, значит проехал аэропорт Быжовица и приближаешься к Пекарам. У нас еще одна запланированная остановка. Надо Димке перегрузить стекло, ветровик из моей коляски. Примотаем ему к спинке. Можно было, конечно, и сразу так сделать. Но мне кажется, лучше 50 километров проехать аккуратно с этим стеклом, чем вести его всю дорогу с риском, что оно сорвется и улетит. Скотч решает проблему. А у меня какая-то странная ерунда. Заезжал сейчас на парковку, засветилась лампа топлива. Хотя заправлялись в Лодзи и проехали всего 180 километров. Как-то мало получилось, расход большой. Скорее всего, из-за ветра он сегодня сильный. Еду и чувствую сопротивление. А тут еще такая дополнительная площадь в виде коляски. Осталось совсем немного, километров 5-7, и буду дома ужинать. Хотел бы еще сегодня на мойку заскочить, помыть мотоцикл, но надо сначала разгрузить спальники, палатку, чтобы это все снова не намокло. Приехал. На этом наше путешествие заканчивается. Выходные получились отличными. Еще раз спасибо организаторам этого мероприятия и всем, кто принимал в нем участие. Было здорово. Всем спасибо, всем счастливо и всем пока.